Когда Алена проходила по Арбату, завыла сирена. Это был сигнал экологической тревоги. Опять приближался смог. И тут Алена вспомнила, что забыла дома свой противогаз. В сумочке у нее лежал лишь маленький респиратор, закрывавший рот и нос, но не защищавший глаз. «Ну вот», — подумала Алена, натягивая респиратор, — «опять глаза будут красные, растяпа». Смог накрыл улицу внезапно, за один порыв ветра. Декабрьское небо, и без того пасмурное, сделалось совсем черным. Однако выступавший поблизости уличный оратор не прекратил своего выступления. Как и все его слушатели, он надел противогаз и продолжал кричать сквозь резину. «Братья и сестры!» – кричал он. «Сегодня всем уже ясно, что правительство старшего брата, придя к власти, предало идеалы экологической революции. Они обещали, придя к власти, запретить автомобили. И что же? Они их запретили для простых братьев и сестер, а сами продолжают раскатывать, оправдывая это вынужденной государственной необходимостью. Когда они боролись за власть, они обещали закрыть все заводы, все фабрики, все электростанции. А теперь они говорят только о создании очистных сооружений и внедрении экологически чистых технологий, потому что они продались воротилам крупной промышленности, и теперь они защищают их от нас, от народа, от народного гнева, рассказывая нам сказочки про всякие там отстойники и безотходное производство, про какие-то там экономические и правовые рычаги давления на предпринимателей. Им что? Они себе построили в Кремле экологически чистую грядку и жрут овощи только с нее. У них, видите ли, должно быть ясная голова для принятия правильных государственных решений. А народ как жрал пестициды и нитраты, так и жрет. И наши сестры продолжают рожать уродов. Толпа сочувственно загудела сквозь противогазы, и оратор, ободренный, продолжил. Да, партия зеленых братьев во главе со старшим братом предали экологическую революцию. Наша партия, партия неолудитов, предупреждала об этом еще в самом ее начале. Уже тогда зеленые братья взяли курс на создание экологически чистых технологий. И только мы одни всегда говорили, что это утопия, что техника не делится на плохую и хорошую, на экологически чистую и нечистую. Вся техника нечиста. Любая машина является даром сатаны, дьявольским соблазном, попыткой изменить порядок в природе, установленный самим Господом. Вся техническая цивилизация является страшным заблуждением человечества. Все 6000 лет с момента изобретения колеса человечество двигалось в неверном направлении и сейчас подошло к самому краю пропасти.
Только решительные шаги могут теперь спасти положение. И наша партия готова к таким решительным шагам. Мы уничтожим любую технику, начиная с автомобилей и кончая ножницами и отвертками, потому что, чтобы изготовить даже такую невинную на первый взгляд вещь, как ножницы, нужно сперва добыть руду и уголь для ее переплавки, изуродовав почву вокруг шахт, а затем выплавлять сталь в домне, отравляющий воздух всей планеты. Мы запретим любое упоминание о технике, любой предмет, несущий в себе напоминание о технической цивилизации, будет уничтожен. Мы добавим к 10 заповедям 11-ю. Не пытайся улучшать творение Господне. Мы разрушим города и уйдем в леса, где будем жить сбором ягод и грибов. «Грибов не хватит!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Вот!» – закричал оратор. «Вот типичный аргумент в пользу сохранения цивилизации! Мол, на Земле теперь живет так много людей, что их может прокормить только техническая цивилизация с ее сельскохозяйственной техникой и химическими удобрениями, потому что возврат человечества в первобытное состояние якобы невозможен. Еще лет 10 назад этот аргумент, возможно, выглядел убедительно. Но вот у меня тут последние данные о распространении эпидемии СПИДа. По этому прогнозу, через 5 лет население Земли должно сократиться приблизительно в 4 раза, а через 10 лет более чем в 12 раз. Так что оставшимся в живых должно хватить и грибов, и ягод. Сейчас уже больше нет рациональных аргументов, оправдывающих дальнейшее существование технической цивилизации. Она сама вырыла себе могилу, и нам осталось лишь подтолкнуть ее. Мы вытравим из исторической памяти людей 6 тысячелетий технической цивилизации, принесшей человечеству одни несчастья, и вернемся к истокам, к единственно правильному пути, к первобытно-общинному строю. Оратор распалялся все больше и больше, и по мере того, как возбуждение его росло, у него стали конвульсивно дергаться руки и ноги. «Наверное, в детстве какой-нибудь химией отравился», – подумала Алена. Оратор уже почти визжал. «Нам придется быть беспощадными к тем, кто заражен идеями техницизма. Старший брат либеральничает с совками, говорит, что их надо перевоспитывать. Как же перевоспитаешь их? Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Их только амнезин перевоспитает. Это они!» – заорал оратор, показывая пальцем на стоявшую неподалеку Алену, и все противогазы дружно повернулись в ее сторону. «Они, совки поганые, атом изобрели, первый спутник запустили, дырок в небе понаделали. Это из-за них теперь в Москве 3-й год подряд зимой снег не выпадает. Амнезином их всех! Амнезином!» Оратор повалился на землю и начал биться в конвульсиях. Противогазы сочувственно закивали. Алена хотела было объяснить, как ее учили в советской национальной школе, что дырок в небе не бывает, но тут почувствовала, что на глаза у нее наворачиваются слезы. Она помнила слова отца: «Они никогда не должны видеть твоих слез». Конечно, глаза слезились от смога, но ведь они могут подумать. Алена повернулась и пошла прочь. «Конечно, это смог», — говорила она себе. «Просто смог».